Ну что, друзья, сегодня мы отправляемся в свой очередной визаран, уже 4-й по счету. Что нас будет ждать, какие приключения встретятся к нам на пути, все, что будет интересно, буду показывать. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. А я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Итак, друзья, 4-й визаран, и вы спросите, что же новенького из нововведений? Теперь автобусы отправляются с севера Ничанга от жилого комплекса «Океанус». Вот он во всей красе, весь блестит, сверкает, такая вот красота. Здесь нереальная движуха, такой вот пятачок. Ну, кто смотрел мои выпуски про север, тот знает. В общем, если не смотрели еще, обязательно смотрите. Вот так выглядит наш автобус. Все как обычно. Единственное, в этот раз мы едем на VIP-слипбасе. К сожалению, мест на обычный слипбас не было, и пришлось немножко раскошелиться. Стоит такой автобус $80 и плюс Е-виза, соответственно, $25. Это с человека $105, итого $210 нам обходится этот визаран. Так, друзья, я зашел в автобус, вот таким вот образом он выглядит. Смотрите, какой длинный коридор, просто какой-то космический корабль. Вот таким образом выглядит мое место. Как всегда, мы заняли передние места, постарались. Здесь нам уже приготовили блинчики с манго от организаторов и бутылочку воды. Вот такой вот кранчик. Дует кондиционер, достаточно прохладно, пожалуй, закроем. Здесь работает подсветка, USB-зарядки, обратите внимание. И есть вот такая вот занавесочка, которую, собственно, можно закрыть и уединиться. В общем, все достаточно интересно и круто. А здесь на нижней полочке у нас располагается Алена. Кстати, да, верно подмечено, я еще забыл сказать, что выдаются вот такие вот пледы. То есть, если вдруг вам будет холодно, не замерзнете, есть возможность укрыться. Друзья, есть лайфхак. Можно обмануть организаторов, если получится, и проехать вдвоем на одном месте. Просто смотрите, как мы лежим. Нам вполне комфортно, еще место остается вот сбоку. При этом занавеска закрыта, и вот так все выглядит. Очень круто. VIP-слипбас, конечно, по комфорту намного круче. Но обманывать организаторов, конечно, не стоит. Это все шутка. Они хорошие люди и делают благое дело. Помогают нам продлить свое пребывание в этой прекрасной стране. Так, друзья, все, я занял уже свое место. В общем, все отлично по комфортности. 10 из 10. VIP-бас — это топчик. Всем рекомендую. Конечно, если есть у вас такая возможность, лишние денежки. Понятно, что если вдруг большая семья, опять же, с детьми, то не все, наверное, смогут себе это позволить, но всем рекомендую по возможности, конечно. Ну а мы едем, что будет интересно, я буду все показывать. Итак, друзья, держу в курсе, мы уже 1,5 часа в дороге, сделали первую остановку, проехали горный серпантин, но начинается примерно через 40 минут после старта и длится где-то около получаса. Обязательно берите с собой таблетки от укачиваний, они вам помогут. Если даже вас никогда не укачивал в дороге, берите их. Первый раз мы ехали без них, и Алену очень сильно укачала. У нас такая большая остановка, тут 3 автобуса, вот так это все выглядит, едем большим караваном. Интересно, стоит отметить, что организатор сказал, что наш автобус свежий, и его всего 2 недели ввели в эксплуатацию, представляете? Никаких стуков, никаких поскрипываний, все отлично, все новенькое и чистенькое. Остановились вот в таком живописном месте, тут, я так понял, какой-то сквер, парк какого-то городка небольшого, гуляют местные, висят флаги Вьетнама, выглядит красиво. Конечно, темно и всей красоты увидеть невозможно. В общем, сейчас будем продолжать свой путь. Обязательно смотрите этот ролик до конца. Пальцы вверх, смотрим. Так, друзья, всем доброе утро. 6 утра, мы на границе с Лаосом. Простите мой помятый вид. Удалось поспать, в какой-то момент вырубился. Здесь открываются уже знакомые пейзажи. В общем, наша любимая кафешка. Стоят автобусы, здесь фуры, строительная техника. Там КППшка, которая открывается в 7 часов утра. Здесь что-то новенькое. Пацаны натянули сетку и играют в волейбол. Такого раньше не было.
В общем, интересно, все достаточно. Кричат петухи. Сейчас позавтракаем и пойдем занимать свое место в очереди. Итак, друзья, у нас завтрак вот таким образом выглядит. Мы с собой из Нячанга привезли такие вот бон-мишки. Заранее их купили, один со свининой, другой с курицей, и кофе 3 в одном, который мы тоже взяли с собой, потому что местный кофе я пить вообще не могу, я не понимаю, из чего они его делают, поэтому мы попросили кипятка, кипяток нам дали, но стоит он 5000 донгов за 2 кружки. В общем, вот таким образом все выглядит, тут такая вот кафешечка, мы сидим вот на таких пластиковых стульчиках, все весело и интересно. Позавтракаем и идем занимать место в очереди, смотрим, не переключаемся. Так, ребятушки, после завтрака и кофе можно идти занимать место в очереди. В общем, все не так страшно сегодня выглядит. Мне кажется, в это время, в прошлый раз когда было 7 автобусов или 8 даже, люди уже вот здесь на уровне пешеходного перехода была очередь. Представляете, а сегодня как-то лайтово и даже скучно и неинтересно. Ну ладно, тем быстрее мы пройдем и вернемся в наш любимый Нячанг. Итак, друзья, прошли первую КППшку, 7 часов утра. Движемся к самой границе, собственно, по прохождению паспортного контроля. Вот такой вот поток людей и очередь, судя по всему, небольшая. Ну, сами видели, там, не знаю, человек, наверное, 30 перед нами. Это, конечно, не сравнится с тем, что было в последний раз. Я думаю, мы сейчас быстренько хоп-хоп и проскочим. Так, друзья, докладываю, на часах 7:45, нам потребовалось 45 минут, чтобы пройти паспортный контроль и выйти из Вьетнама. В общем, все как обычно, очередь проходила не очень быстро, пограничники местные тянут резину, просят денежку, с нас тоже спросили, в общем, как всегда, но в этот раз он сделал по-хитрому, он не говорил о том, что он сделает все быстро или это ускорит процесс, он честно написал на телефоне «на кофе». Ну а как отказать, на кофе не оставить? В общем, мы оставили по 20-ке, и ему этого хватило. Пропустил достаточно быстро, наверное, где-то секунд по 30-40 на человека нам потребовалось. Идем к границе с Лаосом, что будет интересно, я буду все показывать, смотрим. Так, ребятушки, прошли еще один паспортный контроль. Вообще 3 раза проверяют паспорт, когда вы входите на границу, сам паспортный контроль и когда вы заходите в нейтральную зону. Идем дальше. Здесь такая прекрасная арка. Висят флаги Вьетнама, все красиво. Итак, друзья, притопали к лаосской границе, шли минут 15. В общем, идти не очень далеко, но утомительно, так как солнце начинает припекать. Выглядит все вот таким вот образом. Тут флаги. И здесь вот такая вот КПшка, и там уже сейчас будем проходить паспортный контроль. Итак, друзья, прошло еще 15 минут, мы уже успели за это время зайти в Лаос и выйти из него. В общем, возвращаемся. На границе ребята работают максимально быстро, штампы ставят практически не глядя, при этом анкет нету, собственно, как и во время нашего последнего визита, хотя говорили, что вроде анкеты вернули, потом опять отменили. Ну, в общем, немножко непонятки с этим были, но вот мы лишний раз убедились, что анкет нет. Итак, друзья, мы притопали на вьетнамскую границу, вот таким вот образом выглядит очередь, наверное, человек 15, не очень много людей, вроде пропускают достаточно быстро. Из прикольного хочется отметить, что встречаются знакомые лица, мы каждый месяц в одно и то же время ездим на Визаран, такая у нас традиция интересная русских во Вьетнаме. Итак, ребятушки, рассказываю, мы вернулись на вьетнамскую землю, прошли паспортный контроль достаточно быстро, на обратный путь денег не клали, в общем, все успешно. На часах 8:40, это наш личный рекорд, всего лишь 1:40 нам понадобилось на то, чтобы выйти из Вьетнама, пройти лаосскую границу и вернуться обратно. Возвращаемся к автобусу. Я думаю, есть еще люди с нашего автобуса, которые позади нас, поэтому у нас будет время перекусить. Буду показывать все.
Так, ребят, зашли в кафе, заказали кофе. К сожалению, кухня не работает. Вот таким вот образом. Холодный кофе. Кафешка выглядит вот так вот. Аленочка сидит. Кухня не работает, к сожалению. Заказать еду не получается. Так, ребятушки, мы, в общем, решили, пока ждем, все равно заказали фобо. Смотрите, как выглядит красиво стол. Вот так выглядит фобо. Нам еще кучу зелени, лайм. Просто шикарно. В прошлый раз мы тоже фобо здесь заказывали. Он был очень вкусный. Всем рекомендую. Приятного аппетита. Итак, друзья, рассказываю, в общем, на часах 9:30. В любом случае, это очень быстро мы прошли. Все, ждем пока что остальных. Уже успели покушать и отдохнуть. Вот такая вот атмосфера. Тут работает шиномонтажка. Колеса поменяли уже вот этой фуре. Тут такая вот кафешка. Очень много народу сейчас было. Все покушали, отдохнули. Водители тем временем помыли автобусы, они такие чистенькие, аккуратненькие. Что я могу сказать? Для тех, кто первый раз смотрит, не понимает, что такое визаран. Визаран — это такое техническое покидание страны с целью возврата обратно, чтобы продлить свой срок пребывания. Сейчас максимальный срок пребывания в Вьетнаме 1 месяц по Е-визе. Без Е-визы можно находиться здесь 15 дней. И, соответственно, каждый месяц нам необходимо ездить вот такое путешествие на границу Вьетнама с Лаосом. В этом путешествии на самом деле ничего страшного нету. Самое главное — забронировать себе места, оформить Е-визы. С собой обязательно берите какую-то теплую вещь, потому что утром бывает достаточно прохладно. Берите с собой перекус, воду и обязательно таблетки от укачивания. Это все, что вам необходимо. Ну и, конечно, паспорт не забудьте и распечатайте Е-визу. Максимально подробно я рассказывал уже в своих предыдущих роликах, не буду повторяться. Ну а сейчас мы ждем наших попутчиков, собственно, наших пассажиров, тех, кто с нами приехал сюда, и будем отправляться уже в Ничанг. Так, друзья, я уже на своем месте, а мы уже начали путь в город Ничанг. Возвращаемся совсем скоро, еще часов 8, наверное, дороги нам предстоит. Стоит отметить, что на часах 9:40, и это новый рекорд, самый быстрый визаран, который у нас был. Самое до этого мы выезжали самое ранее в 10:30, а один раз даже в 12:30 выезжали, потому что, опять же, было много народу, и, соответственно, наш автобус тогда уехал один из последних. Но ничего страшного, бывает. Сегодня вот очень быстро и наш автобус уехал, причем не самый первый, а лишь вторым. Впереди нас ждут прекрасные пейзажи. Все, что будет красиво и интересно, буду показывать. Смотрим. Итак, ребятушки, у нас остановка. Мы уже 2,5 часа примерно в дороге. Сделали остановку в местном кафе придорожном. Вот таким образом все выглядит. Тут кроме нас еще есть автобусы. Еще наш автобус, который тоже едет от границы. Вот таким образом все выглядит. Место располагается недалеко от города Плейку. Стоит отметить, что мы сейчас его проезжали. Очень красивый город, там много интересных достопримечательностей, храмы красивые. То есть, если вдруг вы поедете в самостоятельный визаран, то в этом городе можно остановиться и посмотреть все его красоты. Ну а мы кушать, в принципе, не хотим. Мы покушали при выезде с границы, и, соответственно, сейчас будем ждать, пока наши водители покушают, наши попутчики, и двинемся дальше. Смотрим, не переключаемся. Итак, ребятушки, я тут решил себя попробовать в роли водителя. Уселся, пока наши водители кушают. Вот таким вот образом выглядит водительское место. Приборная панель. Это китайский автобус. Куча кнопок. Все механизировано. Очень круто выглядит. Коробка ручная. Есть Wi-Fi, обратите внимание. Кстати, наш мобильный оператор Винофон проявляет себя очень даже хорошо в дороге. Ни разу, по-моему, не было ситуации, когда терялась связь, и без связи вы не останетесь. Рекомендую Винофон.
Так, друзья, мы вернулись с Нечанг, уже приехали домой, добрались на такси Максим. Напомню, от меня у вас есть специальный промокод, который даст вам 150 тысяч донгов на бонусный баланс. Ими можно воспользоваться. 10% скидки на каждую поездку, пока они не закончатся. А на этом все, пойдем отдыхать. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Еще увидимся. Пока-пока.